В данной лекции по моей системе спасения гармоничного развития я показываю технологию управления, при которой происходит управление за счет, скажем так, причинно не обусловленной информации. То есть, например, если в физической реальности один рычаг при жесткой связи вызывает перемещение другого, или, например, забросить камень, и он виден как траектория полета, то в данном управлении я показываю технологию управления, при которой мысль и форма, расположенные в какой-то точке пространства, вызывает управление через духовную составляющую в принципе, той точке пространства, где это нужно. Вследствие этого, задача данной лекции является одновременно контролировать как пространство мышления, так и пространство духовного воспроизводства. То есть переход здесь именно в этом будет состоять, что одновременный контроль, он как раз таки и обозначает, что вы должны построить область, сами построить за счет своего сознания, которая является, взаимно приемлемой как для пространства мышления, так и для пространства духовного управления. А такую область вы можете построить, если вы, несколько раз формулируете цель, например, на духовном уровне, то есть почувствовать или распространить свой дух на эту задачу и сформулируйте логически. И эти два составляющих уровня или две волны, так скажем, два действия сделаете, если в одной бесконечно маленькой точке пространства, в которой вам удобнее, например, перед собой, то вы получите обобщенный элемент коллективной реальности, который и будет управлять как пространством мышления, так и пространством духовной составляющей, и при этом вы получите логически заложенную мысль, предположим, вам нужно совершить управление, например, вылечить кого-то или получить событие в управлении, через макрорегуляцию, естественно, все происходит в данной технологии, то вы можете спокойно где-то, как на диктофон, надиктовать, что вы хотите, или просто представить образ, например, того, что вы хотите, и затем уже эту информацию всего лишь навсего подводите в эту бесконечно маленькую для сознания точку. То есть вы просто сознание так свое активируете, что вы считаете, что эта точка в сознании бесконечно маленькая. Так вот, вход в эту точку происходит путем распаковки. Этой области, то есть вы распаковываете эту бесконечно маленькую точку как сферу, и при этом распаковываете так, что как только вы начали распаковывать и стремиться к центру этой точки, сфера начинает бесконечно расширяться. Этот принцип, он заложен создателем в построении в макрореальности с точки зрения управления микропроцессами. То есть, предположим, если вы войдете в область управления клеткой или молекулой, атомом, так что это будет выглядеть для сознания, как я описал, вы можете, в принципе, сдвигать очень удаленный элемент реальности. Например, летящую комету на Землю большую или какую-то даже, например, галактику. То есть, эта связь построена на динамике развития духа с точки зрения вашего восприятия, например, в ментальном, то есть в мыслительном плане. И когда вы посмотрите законы связи мысли и духа, то вы можете найти такие источники энергии, при прикосновении к которым вы можете регулировать макропроцессы. И тогда фиксация только одного своего личного образа, например, просветленную Землю, которая очищена, которая стабильна, она дает полное управление в области воспроизводства бесконечного количества событий. То есть, в данном случае я сначала говорил, что достаточно 2-3 мнений в одну точку, чтобы сформировать область, но это занимает какое-то время. А если вы, уже это управление сделали, как математик, если вы знаете, как строится формула, вам не обязательно все время ход построения вспоминать, достаточно формула. Здесь то же самое. В данном случае достаточно только ввести образ в эту же точку, но просто технология ввода, она будет другой. То есть вы входите не внутрь этой бесконечно маленькой точки, а накрываете ее, и сфера вашего, например, образа, например, устойчивая чистая Земля, она имеет эту точку центром, и все. Также вокруг этой области можно расположить все события. Предположим, тоже лечение в конкретной точке пространства времени, например, в Москве или где в Вашингтоне, в Нью-Йорке.
или в любом другом месте. А также можно по реализации этих событий сразу видеть, какие компоненты внешних связей создателем заложены, чтобы событие быстрее, оптимальнее сложилось. Например, лечите в Москве, область событий, ну пусть это будет, например, сфера. И можно сразу видеть, например, в виде Земли. Вы работаете в координатной системе, в которой задействованы механизмы перехода от, например, мысли формы в духовную составляющую, а есть принцип подобия и принцип однотипности в управляющих системах в мире. Если вы сделали хотя бы одну переходную систему, то вы можете даже неявно всегда учитывать все другие переходные системы. Например, из духов в проявление души и так далее. И поэтому, работая вот с таким, так сказать, уровнем понимания ситуации, вы сразу же задействуете массу переходных систем, которые строят саму реальность, с которой вы работаете. В качестве самостоятельной работы посмотрите, как строится реальность, с которой вы работаете, но другими однотипными или подобными системами. Для этого не обязательно конкретно отвечать на вопрос, а просто на это надо обратить внимание и смотреть, как бы наблюдать за реальностью. Когда вы построили эту область, она перед вами, вы видите, что она высококонцентрированная, и обращение, например, к конкретному пациенту или конкретному событию в каком-то регионе вызывает обязательное изменение, то есть некие движения по этой сфере. Например, это планета Земля, видно, чтобы вылечить, предположим, от злокачественного процесса где-то на Дальнем Востоке достаточно часто проактивировать дерево, например, снять матрицу с активного состояния и при этом не меняя состояние дерева, эту матрицу перевести в клетку, то есть и восстановить ткань. То есть это будет сразу видно, как в кино. То есть при этом это называется технология управления в реальном времени, когда вы, работая с чем-то, видите, как сразу меняется ткань локально, например, в районе Земли. Но вы можете сразу смотреть, поставить верхнюю сферу, вся внешняя информация мира, и работать тогда по изменениям даже в галактиках, например. Тогда вся реальность будет перед вами совершенно локально, в небольшом удобном таком варианте управления, и вы можете видеть, что ваша цель, как только вы ставите цель, где и что вам нужно, сразу видно, что нужно сместить либо в других галактиках, либо, например, на поверхности планеты, или, может быть, внутри, или где-то в одной только клетке. Но при этом вы, как управленец, вы работаете с очень удобной конструкцией, которая устойчива, потому что вы, во-первых, создали область сами, во-вторых, работаете на области перехода, например, от мысли формы к духу, и в-третьих, так как эта область рождает те духовные проекции, которые не связаны, например, логически, причинно-следственно или какими-то траекториями, то любое управление, получается, у вас является управляющим, потому что в управлении существует такой закон, что если вы управляете, например, вне рассчитанной или вне известной области по связям, то ваше управление является точным. А в данном случае духовное, например, проявление, оно таково, что либо проявится духовная составляющая внизу этой конструкции, или сверху, вы не знаете, точно. Обратите внимание, я сейчас ввожу совершенно новый параметр управления, что если вы работаете в новой области со своими задачами, управление всегда доходит до адреса. Это потому, что у вас нет дополнительных конструкций, которые бы нужно было обсуждать или с которыми нужно взаимодействовать. А управление в данном случае именно такое, что переход от мысли формы к духовной области, выражается в том, что следствие этого управления, как в случае с кубиком, может проявиться либо над головой, либо, в принципе, в любом другом месте. И получается, что когда вы вводите параметры управления, что вы хотите в цели, то вы можете посмотреть и увидеть, где есть проявление. Тогда будет управление координатное. Оно тоже точно, но вам придется видеть связи. То есть, если вы попали в эту область, вы должны проследить, как идут координатные системы до объекта управления. А в случае, если вы просто вводите мысль и хотите, чтобы там реализовалась какая-то конструкция, все может мгновенно меняться и получаться точное управление. Следовательно, в данном случае речь идет о том состоянии, когда воля решает вопрос точного управления в любом случае. И вот здесь акт создателя, он заключается в том, что проявление акта создателя вызвало, например, рождение реальности, но при этом создатель мог только лишь проявить волю один раз.
И при этом была создана вся реальность, включая все события, например, будущего. Следовательно, эта техника управления основана на том, что вы фактически заново создаете реальность. И вот ваша созданная реальность, она таким образом стыкуется со всей внешней информацией, что начинает быть устойчивой, и события, например, реализуются. Следовательно, для создания реальности заново вы должны выделить область, где реальность еще не создана. Технология, которую сейчас я показываю, она говорит о том, что вы эту область создаете специально, за счет переходных областей, когда ментальные характеристики вызывают проекцию духовного управления. Но проекция это, например, хаотично. То есть вы ее не отслеживаете, специально не отслеживаете. А так как вы в сознании вводите характеристику, что вы не отслеживаете это управление, для вашего элемента сознания, который стыкуется с этим границей этого управления, внутри формально получается неизвестность. То есть вы либо попадаете в область проявления духовного уровня, либо не попадаете. А так как вы можете не попасть, то вы сразу же выделяете в этом спектре область неизвестной реальности, то есть несозданной. И все. И достаточно в этой реальности ввести, что вы хотите, вы всегда попадете в координатную систему просто потому, что там доступ самый простой, то есть самый быстрый, вам не надо что-то обходить или на чем-то задерживать внимание. Вам достаточно сформулировать. А по системе общей связи все равно это попадет в точную координату. Достаточно там пройти следующему мигу времени, да? Так вот здесь кроется технология построения управления прошлым. Когда я сказал о том, что там вы оставили, да, мысль, и она начала попадать. Это как бы сверхбыстрое управление, в случае, если там где-то что-то может взорваться, где-то ядерный реактор. И вот надо срочно сделать управление. Это очень важная система управления, сдетализированная и разобранная вот в данной лекции, что вы просто посылаете посыл в эту область, и все, и управление срабатывает. Потому что по моей практике оно всегда срабатывает, когда речь идет о каких-то проблемных там ситуациях, возможно, там по макроуничтожению, там взрыв какой-то ядерного реактора и так далее. И при этом физически прям регистрирует, как моментально становится реакция. То есть это достаточно мощная система, связанная с тем, что в физических планах часто, например, вещи, которые мало исследованы, они могут быть очень энергоемкими. И, предположим, одно из открытых свойств того же вакуума, что при больших формах вакуум начинает как бы прорастать, при больших объемах. То есть, когда исследуют посланную микрочастицу там, то большой объем вакуума, он вызывает то, что вакуум как бы начинает передавать свойства внутрь частиц. И вот такая проблема, кстати, стоит в том числе и перед Землей, что большой массив как бы внешнего пространства вызывает изменения внутри ядра по таким вакуумным как бы пузырям. При этом механически отслежено, что получается, казалось бы, обычная система такая как нейтральная, как вакуум, она функционально очень может быть сильной. Потому что она по принципу подобия рождает как бы саму себя. И за счет просто большого массива, скажем так, один из вариантов развития области, макрообласть, все больше свойств придает микрообласти внутри нее. Даже если это макрообласть, казалось бы, вакуум, да? И поэтому, в принципе, вот эта вот технология, она такова, что она позволяет не допустить, например, роста этих пузырей внутри там, планеты, в ядре планеты и так далее. Это, кстати, вот техническая проблема, которая тоже должна решаться. Но одновременно, как я объяснил, можно сместить там движение большой кометы, которая в сторону Земли летит, или какие-то такие другие проблемы, там макро или микро. И вот когда я сказал, что достаточно вложить мысль и несколько как бы приостановить, то есть попасть в реальное течение времени, то это распространится по координатной системе точно туда, куда вам нужно. Но если вы в эту систему, скажем, не построенной реальности вкладываете управление, то есть какую-то мысль, а потом берете и усилием сознания вводите ее в область, например, прошлого, и при этом стыкуете с проявленным элементом духовного управления, например, от мысли формы, то вы можете управлять прошлым, то есть менять прошлое. Значит, потому что здесь, как только вы сознание вводите элемент прошлого, вы получаете, что в принципе создаете новую реальность прошлого. Если вы ее зафиксируете нормально, то есть плавно состыкуете с духовным проявлением в прошлом, то получается ваш дух уже это увидел, и вы получили реальность, которая реально есть. В свое время я делал такое управление на
в качестве определенных решений задач, там, из аудиолекций вырывал куски лекций. Например, при этом сохранял длительность там, текста книг. Положим, тексты книг изымал, при этом длительность книг и страниц сохранял, что удивительно. То есть, но тем не менее, когда мы смотрели, кроме контрольных образцов, они были изъяты из большого количества контрольных экземпляров. А это вот такая же техника управления просто прошлыми процессами. Дух осознает быстрее ту реальность, которую вы строите от себя, получается, что он влияет на реальность прошлого. И тогда вы получаете управление прошлыми процессами. Перейти в управление будущими процессами здесь достаточно просто, в том плане, где управленческий импульс начинает подходить к проявлению духовного плана в той реальности, которую вы строите, вы просто ставите задачу будущего и все. То есть область вашего импульса, идущего от вас, и область проявления реальности духовной из ментального управления, которую вы уже здесь контролируете. Вот в этих двух случаях вы уже контролируете. Она такова, что вы просто задачи будущего ставите между ними, как между двумя контактами некую прокладку. То вы попадаете в управление будущими процессами. Но управление будущими процессами, оно больше целевое. То есть вы фиксируете эту прокладку или этот межконтактный уровень и получаете, например, устойчивость по будущим задачам. Это, например, излечение, опять же, управление событиями и так далее. Это один из элементов управления. В задачах создателя состоит то, и создатель это реально делает, что он объединяет все процессы в одной области управления. В качестве самостоятельной работы сделать то, что делает создатель, найти одну общую область управления для всех тех разобранных мной сейчас на уровне технологии прошлого, будущего времени, соответственно, текущего. Текущее делается достаточно просто объединяются две области, прошлое и будущее, на уровне цели, ментальной именно цели, то, что вы заложили в качестве управления, первичного, так скажем. Первичное управление может быть разным, в том числе решение задач, которые я говорю. То есть это может быть излечение, а может быть просто отслеживание духовного импульса, например, в пространстве, которое вы строите. Таким образом, имея эту технологию и задавшись вопросом найти одну обобщенную область управления, как это делает создатель, в качестве домашнего задания вы должны сделать так, как делает создатель, посмотрев на его работу. Значит, вы можете проявленный мир, который вокруг вас, и который вы строите, и который содержит все гармоничные элементы внешнего мира или внутреннего, спокойно спроецировать в любую область, которая еще не создана, как, например, проявленная реальность. Ни информативно, ни физически. Поэтому, когда вы смотрите на некую бесконечность, то действительно бесконечно она существует в виде информации для сознания, как некая система давления, где может быть разные свойства пространства, времени, но может быть и свойства, что пространство времени физически там нет. Тогда вы можете, или информативно даже нет. Тогда по этой технологии вы можете, построив то, что я сказал, сделать мгновенную проекцию через сознание, получить новый, или тот же самый мир, или развитие мира в любом элементе реальности. Тогда вы будете защищены от элементов, непроявленных элементов мира. В чем здесь особенность? Дело в том, что по замыслу создателя всем объектам информации даются равные права. И поэтому получается, что там, где мир еще не проявлен и в общем-то, не создан в полной мере физически или даже информативно, эти элементы мира начинают влиять на то, что уже создано. Тот же принцип, как вакуум влияет на, например, пространство внутри физической материи. То, в принципе, эта технология одновременно и технология защиты существующей реальности и воспроизводства. И когда вы, например, посмотрите, как, например, чистить экологические проблемы, какие-то загрязнения и так далее, то вы увидите, что загрязнение — это тоже информация, как вообще она строится. Это, как правило, некие деструктивные элементы, которые относятся к элементам непроявленной реальности. Например, даже в информативном плане. И тогда вам нужно... И они, кстати, работают на таких импульсных духовных, подобие духовных, системах, как способы реактивных составляющих пространств. То есть они появляются в каких-то точках и строят некую деструкцию. Вирус, например, или какую-то вредную для, например,
ну, там, здоровья составляющую, то соотнеся с тем, что это есть проявление как бы не проявлено в полной мере пространства, которые обладают равными правами, как бы, вы можете эти права вывести на уровень ваших задач. То есть нормальная составляющая развития для людей, и в том числе развитие этого пространства, которое в принципе оно малофункционально. Это как бы некий монолит, который в общем-то обладает такими, скажем так, малыми характеристиками, но по принципу равности любого объекта информации начинает передавать деструктивную составляющую. Поэтому вот принцип передачи по отражению этих техник, там, где вы создаете пространство-время, позволяет эти пространства, ну, как бы наполнить и создать реальность гармоническую во всех планах для вечного уже развития. И, в принципе, вот на самом деле вот эта вот задача, она достаточно конкретная в плане ее решения, потому что именно вот эти неправильные системы, они сейчас могут представлять максимальную как бы проблему с точки зрения того, что, предположим, ядерное оружие построено тоже на принципе деструктуризации. И синхронность работы этих систем, вроде бы созданных человеком, с одной стороны, с другой стороны, существующих где-то в отдалении, она может быть проблемой в том плане, что это усиление. Усиление как бы с точки зрения деструктивного развития, да, реальности. Поэтому разорвать один хотя бы элемент, то есть там из неправильной системы сделать реальность, это очень важная задача, и главное, что реальность будет такая, что она будет связана с вашим волепроявлением, а следовательно вы можете считать, что знаете, что там происходит. Значит, в качестве домашнего задания посмотрите за всей информацией, за всем пространством, за всем временем, вообще говоря, за любыми элементами реальности, посмотрите, где нужно добавить вашего волепроявления. И если реальность там необычная или связана с определенными образами, просто будьте повнимательнее, в плане анализа, так скажем, а так как вы стремитесь к цели макросозидания, никаких проблем нигде у вас не будет. Просто в случае необходимости вспоминайте цель. Это спасение всех и осваивание этих технологий. Тогда вы получаете устойчивую платформу и много, вообще говоря, помощи реально. Поэтому при работе в таком плане, как бы информативном осмотре объектов реальности, пусть это может быть недолго или долго, там, как хотите, но слишком затягивать нельзя. Там, в принципе, там посмотрели, например, там, несколько дней подряд, по какому-то времени, там, пусть даже короткому, сформировали мнение и сделали управление. В принципе, можно идти дальше. То есть, как правило, значит, можно детализироваться, можно как бы вот углубляться в события информативные, но задачей все-таки является во многом, а иногда в основном даже решение конкретных событий, проявленных, например, на физическом плане или на информативном, но не с точки зрения поиска. Поэтому в данном случае поиск как бы внешних объектов — это частная задача, которая не должна занимать много времени. Задача в основном состоит в управлении объектами, которые вам нужны или которые вы формируете для управления чем-то другим. Технология в основном это. А поисковая система, я ее, в общем-то, специально несколько минимизирую, как в плане задач, потому что поисковая система, то, что я сейчас сказал, это в основном элемент познания. Когда вы, управляющий элемент познания, когда вы считаете, что вы с точки зрения конкретного целевого управления все сделали, тогда, в принципе, этим можно заниматься. Ну и сейчас можно, как правило, когда много реальных задач, меньше возможности даже по времени заниматься поисковыми системами. Но, в принципе, если есть время, можно заниматься, но все-таки эти системы таковы, чтобы они все время были апробированы на реальное управление существующими задачами. Вот это основное. Даже занимаясь поисковыми системами, по возможности чаще ставьте мысль о том, что и для чего, и как это применить, например, к конкретным задачам.